Ребята, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Спасибо, что заглянули сегодня на это видео. Ребята, видео сегодня про фаленопсисы, про наши любимые фаленопсисы, про их красоту, про их аромат, про их прекрасное, иногда не слишком пышное, но цветение. Вот перед вами один из представителей этой группы орхидей, это фаленопсис Мету Гигант Драгон Личи. Наконец-то он меня порадовал своим цветением. Посмотрите на эту красоту. Всего лишь 2 цветочка, это его первое цветение. Он был у меня куплен в размере 1,7. И вот сейчас он, нарастив корневую в закрытой системе, нарастив всего лишь 2 пары листьев, решил процвести. Я все переживала и думала, как же он будет в реальной жизни выглядеть. На картинках это красиво, но в жизни это не менее красиво, и надо его рассматривать, чтобы увидеть его лаковую структуру под светом ламп и сапфиров. Ну, он невероятный, невероятный. В общем, вот такой вот ягодный фаленопсис. А хочу сегодня с вами поговорить и порассуждать, и посмотреть на фаленопсисы, которые ароматные. Это парфюмерные фабрики. У меня их 1, 2, 3, 4 орхидеи из линейки парфюмерная фабрика. Самая пышная, ярко цветущая и ароматная, это, конечно же, вот это. Ребята, посмотрите, какой классный куст. По-моему, она мокрая, потому что я ее недавно поливала. Это Dusty Belle. Она у меня здесь посажена в такой горшок. О, смотрите, там еще один цветонос. Я даже его не видела. Это цветение и взрослой орхидеи, которые уже года, наверное, 3. И здесь рядом с ней посажена еще, вернее, не посажена, а выросла у нее пристволовая детка. И вот этот нижний цветоносик, это детка цветет. Сейчас я переключусь, и мы с вами внимательно на эту роскошь посмотрим и порассуждаем насчет аромата. Вот такая красавица с красивой розеточкой листовой у меня цветет. Я вам уже как-то в своих обзорах показывала вот этот нижний цветонос. Это цветонос, которым зацвела впервые в своей жизни детка этой орхидеи. А где она? А где она? А она вот она. Причем у нее всего лишь 2 листика, и дальше она пока не развивает свой кустик. Причем, когда я ее пересаживала из субстрата от садовника уже в свой субстрат и в свой горшочек, я даже не заметила, что там есть пристволовая детка. Но она достаточно быстро после пересадки вырастила такие 2 листа. И вот вдруг она вместе с мамашей решила зацвести. Вот ее цветоносик уходит туда в глубину. А это уже цветонос мамочкин. И причем он такой интересный. Он разбужены все почки на этом цветоносе, видите? И поэтому цветение получается такое пышненькое и ароматненькое, несмотря на то, что цветочек 1,5-2 сантиметра. Ну, я думаю, боже, он 1,5 сантиметра, никакие не 2. А у детки первый самый бутон открылся вот так. Представляете, как интересно. Бывает такое. В общем-то, моя Dusty Belle по утрам очень вкусно ароматит на всю комнату. Стоит у сына в комнате, и когда я захожу, я просто кайфую от этого аромата приятного. Если закрыть окна, то этот аромат кажется слишком навязчивым. Все же есть такие немножко пугающие нотки, отпугивающие. Но все же я уже настолько свыклась с этим ароматом. Мне раньше он казался не слишком приятен, а сейчас я ее очень полюбила именно за аромат. Вот так. Как говорится, удовольствие надо смаковать. И смотрите, как она
со временем приходит понимание и осознание. Посмотрите, какая она труженица, посмотрите, вот это все ее цветоносы, из года в год она растит их, и она цветет, она не пропускает никогда цветения, она с удовольствием цветет для опылителей, не для нас, ребят, для опылителей. В общем, а мы пользуемся этим и вот такую красоту имеем на своих полочках. В общем, давно я не снимала про свои парфюмерные фабрики, прям очень-очень захотелось. Знаю, многие из вас прям имеют подборочки, коллекции, там, где много разных представителей этой линейки. Так, еще у меня есть одна, она менее, размер у нее менее привлекательный, и сама она немножечко такая вот, видите, поскидывала листья с одной стороны. По-моему, это Сеншен. И это Сеншен не менее такая приятная ароматища. Она еще, это второе ее цветение в этом сезоне. Получается, даже не так скажу. Зимой у нее был побогаче цветонос, попышнее. А это вот все, что она подарила мне этим летним, в этом летнем сезоне. Пахнет тоже приятно, но не так ярко, как Dusty Belle. Конечно, Dusty Belle, она намного ярче пахнет. И у нее даже сам, видите, окрас цветов более яркий, интенсивный. И точно такой же яркий, интенсивный аромат. Но это мутация бабочки. Была куплена в мутации бабочка. И уже очередное цветение. У нас вот такие красивые цветочки с защипчиками. Маленькие зефиринки. Вроде как это Сеншен, ребята. Поправьте в комментариях, кто лучше разбирается в сортовых особенностях. Поправьте, расскажите. Может быть, это как-то имеет другое название. Ну вот, по поведению она, конечно, мне показалась более сложной, именно вот этот мой экземпляр, потому что вот какое-то не всегда желание растить новый лист у нее присутствует. По корням, в принципе, тоже бывают капризы. Может быть, потому что это орхидея с мутацией, возможно, если бы она была в стандарте, возможно, она бы мне никаких хлопот не предоставляла. В общем, вот такая красота. Так, есть у меня еще одна парфюмерная фабрика. Она мне нравится, как она себя ведет и как цветет. Но вот это летнее цветение она пропустила. Есть вот срезанный цветонос уже, засохший. Это Adorion. Adorion тоже я обожаю. И мне кажется, что из всех парфюмерок Adorion самый вкусный и привлекательный аромат имеет. Так мне кажется. Вот такой у нее яркий лист. Ну, в сравнении с Сеншен, Сеншен не имеет такого рисунка на листьях, как Adorion. Здесь тоже не такой яркий рисунок. Вот она больше, знаете, по цвету, по окрасу листьев ближе к шиллерианам, знаете, вот так мне кажется. Ну, так мне кажется. И когда цветет Adorion, это тоже праздник. Adorion очень вкусно пахнет. Слушать ее аромат — одно удовольствие. Ну, вот так она у меня живет. Вот корни ее. Все, пока тфу-тфу-тфу. Это одна из орхидей, которая у меня осталась, когда мне приехала первые мои две орхидеи. Есть видео на канале. Они были малюсенькими, в размере 1,7, были уценочные. И я их пересаживала, спасала. Вместе с Adorion приехала Diffusion. Diffusion у меня не выжила, ребята. Только осталась вот Adorion. Ну, пока так. Пока так. Вот она молодец. После цветения она не занялась выгонкой цветоноса, как вот эти две дамы. Она занялась
наращиванием корней. Вот здесь вот новые корни от шеи идут, видите, свежие. И ростом нового листа. Я считаю, что она правильно сделала. Надо как бы становиться крепче и больше для цветения более богатого в перспективе. Здесь, конечно, я всегда за это переживаю, потому что вот в прошлом году 2 листа с одной стороны, вот только с этой стороны покинули куст. То есть, видите, даже несимметричная розетка получилась. Причину я так и не установила. Ну, все равно вот такая симпатичная. И знаете, кто у меня здесь еще есть из этой линейки, как оказалось? Вот есть у меня вот такая малышка, которая приехала недавно совсем. И у нее название, называется она Арома 68. И мне написали в комментариях зрители, что это пилор парфюмерной фабрики. Так что вот так. Арома 68. И он у меня открыл бутоны, выдал цветонос, открыл бутоны вот в таком виде. Вот такая вот красивая. Пилоричная еще одна парфюмерная фабрика получается. Смотрите, они отличаются. Видите? Бабочка имеет более желтый окрас, этот имеет более терракотовый. Арома 68. Ну, листья светлее, чем у Адориум. Не знаю, девчонки. Напишите, кто знает. Вот этот номер 68, это присвоено, потому что это какой-то новый гибрид? Или под этим номером скрывается какой-то нам уже известный сорт парфюмерной фабрики? Честно говоря, я не знаю. Ну, вот так это выглядит. Вот такие вот милашки. Так, и здесь вы уже видите, вместе с Арома 68 ко мне приехала, она не ароматная, ну, так как она уже расцвела и меня порадовала. И действительно, как я вам и говорила, бутоны без язычка были. И это действительно Тайсука Анна бабочка. Вот такие 2 бабочки. Не ароматные. Ну вот они показали себя, что они по сорту. Так что порадуемся вместе. Видите, разница какая. Боже, как они красиво смотрятся вместе. Видите? Но разница в 2, а то и в 3 раза по величине цветка. Такая красота. Это моя уже 3-я Тайсука Анна. 1-я процвела стандартом и потом в какой-то пик температурный. В прошлом году она у меня развалилась. Не захотела жить. 2-я у меня сейчас пересажена в плагрон. Тоже она точно так же цветет бабочкой. Сейчас жду роста корней. И вот приехала еще одна. Так, и кто у меня здесь еще есть из ароматных? Это мой любимчик. Сейчас я вам покажу. Так, освобожу пьедестал. Это мой любимчик. Не каждому он нравится, но мне он очень нравится. Это Yellow Chocolate. Смотрите, какой классный. Вот он тоже вкусно пахнет специями. И так как он сейчас цветет и вместе стоит рядом с Dusty Belle на одной полочке, на одном столике, и они создают такую композицию приятную, ароматную, я решила его тоже показать. Но он невероятно красив, очень мелкий цветочек, но настолько ароматный. Как по мне, так его аромат мне напоминает аромат каких-то специй восточных, смешанных, ой, смотрите, как он прикрыл, стесняется, смешанных с цитрусом. В общем-то, это цветение уже у нас на таких летних цветоносиках, видите, цветение зимнее было более пышное, вот остались цветоносы после зимнего цветения, они сейчас в летнем цветении не развились. А орхидея решила выгнать новый цветонос и вот дала здесь 3 бутончика. Мне он очень нравится.
и по цвету, и по аромату. Единственное, у него была долгая адаптация в моих условиях, но мы с этим справились. И сейчас вот он у меня полит, немножко манка в горшке. Он начал активно расти после того, как он года 2 не хотел этого делать и долго адаптировался. Но потом все пошло получше. Дела начали налаживаться, наше состояние улучшилось. И знаете, он не любит вот в этой системе, видимо, я положила в закрытую систему много мелкой коры, ему влажно. И вот я поняла, что его надо поливать реже. Если я поливаю в этой локации все орхидеи, то его полив я пропускаю. То есть, получается, его поливаю через раз, потому что он долго просыхает из-за того, что я ему положила сильно мелкую кору. Здесь кора с кока-чипсами мелкой фракции. Внизу пеностекло с керамзитом, немножко кока-волокна фрагментально, мох и потом еще кока-чипсы с корой. Для него это было влажно, и он болел. А теперь, когда я его просушиваю, реже поливаю, он себя нормально чувствует, растит новые листья, цветет, не пропускает ни одного сезона. Это вот на старом цветоносе, на срезанном, он выдал ответвление. А здесь вот просто один бутон. Но мне этого достаточно. Он очень вкусно, как на мой вкус, вкусно, ароматно пахнет. Красавчик. В общем, друзья мои, вот моя компания орхидей, которые сейчас у меня цветут. Сейчас мы их вот так, именно ароматных орхидей. Ой, чтобы никто не упал. Вот. И вот этот малыш. Вот такая вот полянка ароматных орхидей, которая своим ароматом заполняет всю комнату. Кстати, вот этот еще не сильно ароматит. Еле-еле уловимый аромат в первой половине дня. Я даже хочу вам сказать, что вот сейчас он вообще не пахнет. Уже обед. Уже обед, он не пахнет. В отличие... Ну да, у них уже все. Уже дело к 15 часам дня. И уже никто из них не ароматит. То есть первая половина дня у нас ароматы. Потом все. В общем, вот такая вот компания собралась у нас. Вот эту я хочу, девчонки, после цветения, наверное, обмотаю еще одной порцией мха и посажу в 2,5 стаканчика. Наверное, в мхе оставлю. В общем, будем смотреть. Будем смотреть, как ей будет хорошо, плохо. Но надеюсь, что она хорошо адаптируется. Очень симпатичная такая. Смотрите, какие они смешные, да? Такие вот пилоричные. И это вот... Она вот из-за того, что пилор, она намного меньше, чем стандарт. Бабочка даже вот больше. Пилорчик меньше. Ну, может, подрастет, будет больше цветочек. Вот они вот так дружат. Вот это вот прям они друг дружке подходят. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра. Напишите в комментариях, какие у вас есть ароматные орхидеи. У меня помимо этих, я именно просто принесла парфюмерки и вот желтый шоколад, те, которые сейчас цветут. Есть у меня некоторые орхидеи, которые тоже ароматят, но они сейчас просто не цветут. И вот Адорион, конечно, меня радует своей красивой, такой богатой розеткой. Вот. Откормился. Такой был 1,7. Прям вообще. Сейчас прям такой крепыш-малыш. Нравится ему вот в этой посадочке мох, кора средней фракции. И вот такой горшочек. Вот такой вот. Корешок пошел прям в мох от шеи. Тоже так тяжело адаптировался в моих условиях. Видите, там у него прям такие корни ужасные. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, все наладилось. Очень за них всегда переживаю. Хочу, чтобы они радовали, себя хорошо чувствовали и нас радовали. Все, друзья мои, обнимашки. Всем мирного неба.
Всем всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. До встречи в комментариях.